Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Владимир Торейро, и в этом видео мы поговорим о том, как улучшить качество записи звука в домашних условиях, если у вас нету бабосиков на то, чтобы звукоизолировать ваше помещение, в котором происходит запись. Конечно, это метод не самый клевый, но в принципе он рабочий и качество улучшается. В каком смысле качество? Даже если у вас есть какой-нибудь там клевый микрофон, можете посмотреть. Модельку я, честно говоря, врать не буду, не помню, поэтому я не скажу, что это моделька. Качество записи в домашних условиях падает из-за того, что вы это производите в обычном помещении, в обычной комнате, где есть переотражение от стен, и это эхо, оно, противненькое, мягко говоря. От него можно избавиться, если это помещение, звукоизолировать, поставить так называемые звукопоглощающие панели, там туда-сюда, можно. Но это, во-первых, не очень эффективно, потому что, чтобы это сделать круто, нужно изолировать все помещение. То есть, делать, по сути, из комнаты, из вашей, в которой вы живете, делать студию звукозаписи, чтобы это было очень круто. Есть другой вариант, я о нем как-то говорил, он колхозный, но он работает, сейчас мы это проверим. Состоит он в том, чтобы накрыться одеялом. Это одеяло желательно должно быть пуховое, плотное, чтобы качественно оно и хорошо глушило звуки окружающие и не пропускало их в область, скажем так, вашей записи. Какие-то мультики и дети на фоне нам даже в этом помогут. Вот, поехали. Итак, сейчас тест. Поехали. Корабли в бухте лавировали, да не вылавировали. Сшит колпак не по-колпаковски, нужно колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Накрываемся одеялом. Накрываемся и сравниваем, что же у нас получилось. Вот. И, собственно говоря, мы видим, что накрылся с ноутбуком. Здесь можно открыть какой-то там текст, который вы подготовили, и его прекрасно зачитать. Итак. Тест номер 2. Корабли в бухте лавировали, да не вылавировали. Корабли в бухте лавировали, да не вылавировали. Сшит колпак не по-колпаковски, нужно колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Сшит колпак не по-колпаковски, нужно колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Как вы видите, качество записи, качество звучания стало гораздо лучше, приятнее, не так режет слух. На мой взгляд, это очень и очень неплохой способ для тех, кто записывается дома, для тех, у кого нет отдельного крутого дорогущего помещения, то есть для начинающих блогеров. Единственный минус в записи, долгая запись, мягко говоря, некомфортна, потому что, банально жарко. А так, в целом, это все можно перетерпеть, заранее подготовиться и быстренько все, что нужно, записать. На этом, в принципе, мы заканчиваем. Опять снимаем наше чудесное одеяло, опять мы слышим мерзкое противное эхо. Гвоздик. Сволочь. Вот, в общем-то и все, ребят. Все, что требовалось доказать, вы сами услышали, насколько стал лучше звучать мой великолепный голос. На этом все, ребята. Если это видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Пока-пока.